Навещал ребенка в лагере. Гуляли по территории, нашли телефон. Лежит себе на тропинке, теплый еще. Наверняка только что выпал из кармана какого-нибудь оболтуса. Сперва хотели отнести на охрану, но по дороге решили, что можем и сами позвонить по какому-нибудь номеру, выяснить имя владельца и вернуть ему телефон. Так даже приятнее. В телефонной книге было только 2 контакта – мама и папа. Секунду помешкав, я нажал папу. «Привет, сынок», – раздался в трубке густой, приятный мужской голос. «Простите, это не сынок», – сказал я. «Мы нашли телефон, хотим вернуть владельцу. Это телефон вашего сына?» «Да, сына», – слегка растерянно ответил собеседник на том конце. «А как он у вас оказался?» «Говорю же, нашли. Гуляли, смотрим, телефон лежит. Наверное, из кармана выпал. Он у вас в каком отряде?» «Кто?» Мужчина прям откровенно тупил. «Надо было мамаше звонить», – подумал я. С другой стороны, мне легко было понять растерянность отца, когда с номера ребенка звонит какой-то непонятный мужик. Поэтому я терпеливо повторил. «Сын ваш, в каком он отряде, вы знаете?» «Он ни в каком не отряде. Он что, вожатый?» «Какой вожатый? Вы где вообще этот телефон нашли?» «Тут, на территории». «На какой территории?» «На территории лагеря». «Какого лагеря? Это что, розыгрыш?» «Знаете, мне не до розыгрышей. Я приехал в лагерь навестить своего ребенка. Мы нашли телефон. Лагерь называется «Дружба». Вы что, не знаете, где ваш ребенок находится, что ли?» «Я отлично знаю, где мой ребенок. Ни к какому лагерю это отношение не имеет. Вы или издеваетесь, или тут какая-то ошибка. А это мы сейчас легко выясним», – сказал я. Мы как раз подходили к домику охраны. «Назовите фамилию ребенка и возраст», – попросил я мужчину. И пока один из охранников шуршал листами со списком детей, мой собеседник сопел в трубку, переваривая происходящее. Я специально держал телефон поближе к охраннику, чтобы мужчина мог слышать ответ из первых уст. «Есть такой», – наконец сказал охранник, посмотрев фамилию и имя ребенка. «6-й отряд, корпус 3». «Слышали?» – спросил я в трубку. «Сейчас мы отнесем ребенку телефон, и вы уж там дальше сами разбирайтесь, ваш это ребенок или не ваш». «Хорошо», – ответил собеседник изрядно подсевшим голосом. «Спасибо. А где, вы говорите, этот лагерь находится?» «В Костино. Это по Ярославке». «Блин», – неожиданно сказал мужчина. «Что?» – спросил я. «Что-то не так?» «Да нет. Все так. Извините», – сказал мужчина. И секунду помолчав, вдруг зло процедил сквозь зубы. «Все так. Просто интересно, если ребенок в лагере, то с кем эта жена тогда в Египет улетела-то?» Что, конечно, было дальше, история умалчивает, но думаю, каждый из вас понял, что здесь к чему.